Ну вот, снял редуктор задний. Сам процесс заснять не успел. Получилось довольно-таки быстро. Думал попробовать, как там чего. Вытащил полуоси. Подкрутил болты. Ну и редуктор сам практически выпал. Немножко его подвязал цепью. Дернул, и он выпал на подложку. Ставить его, конечно, будет маленько труднее. Надо будет какую-то оснастку подготовить. Ну, по состоянию корпус в хорошем состоянии. Видно, конечно, что были провороты подшипника немного, но не столь критично. То есть видно, что как бы слегка проворачивался, немножко натерло. Посадочная подшипник не разбита. То есть с этим как бы все хорошо. Ведомая шестерня и ведущая тоже в неплохом состоянии. Единственное, что был разбит в хлам дифференциал. Когда сливал масло, в масле были следы износа и металлические кусочки, ну, частицы, такие довольно-таки от 5 до 3 миллиметров. Там, ну, вот. По факту выяснил, что разбито дифференциал. Крест изношен сильно. Вот здесь можно видеть. Один сателлит вообще не снялся. Так и сидит, я его так и снять не смог. И вот что осталось от шайб, которые были под полуосевыми шестернями. С одной стороны их было две, с другой одна. Износ, ну не знаю, как так получилось, что так их сильно износило. Может быть из-за того, что прилегающая часть от чашек дифференциала уже была как бы сильно поношена, там, ну, не гладкая была, неровная поверхность с буграми, там, с канавками и так далее. Что я сделал? Разобрал дифференциал, снял шестерню, маленькую чашку дифференциала проточил в своем станке, то есть снял как чисто просто поверхность, большую тоже отнес в большой станок, там тоже сняли как чисто, и подложил по две шайбы с каждой стороны под полуосевые шестерни. Там, где раньше было две шайбы стояли, то зазор маленько больше, чем нужно. Там, где была одна, я проточил и положил две. Там зазор как бы идеален. Ну, я думаю, что походит как бы редуктор еще. Подшипники везде поставил НСК. Единственное, что подшипник, который задний на ведущей шестерне, он СКФ, он довольно странный. У него внутренний 35, наружный 90, по-моему. Но бьются они все по этому номеру как внутренний 40. Видимо, какая-то переходная модель. Ну и нашел только у одного поставщика этот подшипник с такими размерами. По ведущей шестерне подшипники тоже поменял. Подшипники НСК, да. И там, значит, регулировка, я так понял, организуется с помощью шайб калиброванных. Вот, там стояла вот такая шайба. 2 миллиметра я ее замерил, да. После как бы замены подшипников ее стало недостаточно, да. В продаже таких шайб, конечно же, нет. Как я вышел из положения? Есть шайба регулировочная шкворня. Вот в данном случае здесь стоит шайба шкворня от МАЗа, по-моему, 5341, 2,2 миллиметра. Но ее тоже оказалось мало. Вот. Ну, сейчас он маленько расслаблен. Если подзатянуть, он будет закусывать. Вот. И заказал я еще шайбу регулировочные от шкворня Ситрака. Тоже вот они немножко побольше. То есть одна из них заказанная 2,3, другая 2,4. Вот. Видим, что оригинальная шайба вот такого размера. В принципе, в станочке проточить, снять немножко, поставить, и будет нормально. Мазовская еще была больше, но вот я сейчас ее поставил. Думал, будет достаточно 2 десятки. Видимо, нет. Вот, шайбы эти идут с разбегом в 5 соток. Но я не стал заказывать 5 соток. В принципе, если толстая будет, вот шайба 2,4, вот она. Если она будет как бы большевата, или 2,3 даже будет большевата, вот черная, вот они разного цвета, то в принципе можно наждачки немножко снять. 5 соток не так долго. Вот. Ну а что касается регулировочных прокладок вот сюда, то их мне вообще нигде не удалось найти. Будем надеяться, что того пакета, который был изначально, его хватит при регулировке пятна контакта.
Ну вот, в принципе, сейчас будем протачивать кольцо. Расточным резцом. В принципе, нам нужно до 55 миллиметров его проточить. Наружный размер. Подкладочки подложим. Никак не могу сделать держатель для таких резцов. Так, немножко под углом. Думаю, для растушки нормально. Точки. Так, 49,4. А нам нужно 54. 55. 49,4. Так, для удобства сейчас просто включим. Нам надо расточить до 55. Кромочка отломилась. Сейчас мы его перевернем. Надо же где-то держательный, чтобы остальные две грани использовать. Ну ладно, в принципе. Будем считать, что резец практически симметричный. И здесь что-то у нас. Сильно нажимать нельзя, чтобы не покоробить.
туговато. Остачивать шайбу 3 и 3 до 2,4, наверное. Так, и какое должно быть усилие? Надо проверить. Может быть, все и нормально. Но с другой стороны, если отпустил до ближайшего совпадения гайки, да, вот здесь, чтобы шприц вставить, в принципе, крутится даже свободно. Люфта, конечно, не стучит, ничего, но еще затянуть на одну ступень, ну, до следующей прорези, наверное, даже с толстой шайбой не получится. Будет стоять примерно где-то здесь же. Не знаю, нормально это или нет. В принципе, еще усилие затяжки как бы есть. Так вот даже свободно ходит. Ходит свободно от руки. Не знаю, должно быть, по идее, какая-то нагрузка. Сейчас попробуем, конечно, еще нагрузить и проверить усилие динамометром. Так, взяли динамометр. Сейчас проверим, сколько у нас усилия строгания. Это в граммах. Так, 5500. Так, по нулям. Где-то 5. Так, здесь 3,8. Где-то, да, около 5 килограмм страгивается. Так, расстояние от центра до центра под болт кардана 70 миллиметров, да. У нас 5 килограмм. Получается на метр это у нас, так, 0,07 умножить на 5, это 0,35. 0,35 килограмма на метр, да, или 3,5 ньютона на метр. 3,5 ньютона на метр, ну не знаю, по-моему, какая-то цифра адекватная. Посмотрю, конечно, справочник еще, но, наверное, так и оставлю. Ну, на всякий случай закажу еще шайбу 2,35, такая вроде тоже была, но она будет идти опять неделю. Посмотрим, если время позволит, попробую еще и с ней. Подсобрал редуктор заднего моста. За кадром осталось, как я подбирал все-таки кольцо для ведущей шестерни. Заказал я еще 2 кольца на 2,35 и на 2,4. И в результате поставил немножко подшлифованное кольцо на 2,4, потому что, ну, с 2,3 слегка подкусывало, в 2,35 туговато крутилось. Решила все-таки поставить, где-то получилось 2,38, наверное, это кольцо. Ну и затянул я гайковертом. Не знаю, сколько там усилия, ну, наверное, большое, может быть, еще и втулка слегка маленько деформировалась там, хотя не факт. Вот, выяснилась другая проблема. Непонятно, как регулировать натяг подшипников ведомой шестерни. Потому что если отрегулировать натяг сейчас, да, без ведущей шестерни, то потом она не встает, мешает подшипник. Ну вот выносной подшипник, который вот там он стоит, да, его уже ведущую шестерню из-за него не ставить. Поэтому есть как бы два варианта. Либо вытаскивать ведущую шестерню, регулировать натяг, оставлять вот эту вот гайку затянутой на том же месте, как было отрегулировано, с этой стороны помечать и потом откручивать эту гайку, сдвигать ведомую шестерню вправо и вставлять как бы ведущую шестерню. Или второй вариант, оставить все как есть,
Где-то я наблюдал такую процедуру, как просто индикатором ставится ведомая шестерня без люфта, ну, в нулевой люфт, да, чтобы она не люфтила. И потом делается преднатяг на 2 зубца с этой стороны. Вот. Посмотрим. Тут еще непонятно, как регулировать пятно контакта, потому что эти прокладки тоже не вытащить получается, которые регулировочные, без того, чтобы постоянно не сдвигать ведомую шестерню. Ну, не знаю, процедуры регулировки я в интернете для этого редуктора не нашел. Сейчас будем что-то придумывать. Да, и вот еще сразу озаботился, как это все ставить на место. Сварил вот такую конструкцию. Она из себя представляет раму, на которой опирается на 2 колеса, и подъемная площадка, на которой закреплен редуктор. Она как бы на параллелограмме. Идея такая, что снизу еще надо будет приварить упор для домкрата, чтобы он опирался все-таки на площадку. Потом поднимать слегка, вот здесь вот вставлять монтажку, 2 домкратами гидравлическими поднимать для того, чтобы вставить подкатной домкрат снизу. И потом уже выравнивать по высоте и вставлять. Потому что других путей, как это сделать, я вообще не вижу. Все это тяжелое. Честно говоря, редуктор с ведомой шестерней уже, наверное, килограмм под 50 или по 60 весит. Но в сборе он, наверное, явно больше сотни. Даже не кантуется с трудом. Я его поэтому и собирал. Сначала ставил крышку редуктора, а потом уже закатывал сюда, привинчивал площадки, а потом уже завинчивал. Потом уже монтировал ведомую шестерню с дифференциалом. Потому что по-другому, тяжеловато как-то все делать. Но так, в принципе, механизм несложный, но тяжелый, добавляет своих нюансов. Сейчас попробую отрегулировать пятно контакта, попробую. Не знаю, что получится. Будем, пробовать. Потом, если что, покажу. Вот уже как неделя происходит регулировка редуктора. Процесс довольно сложный получился. Видимо, из-за того, что пара все-таки сильно изношена. Хотя на вид, я бы не сказал, но геометрия, видимо, попортилась. Вот, был люфт ведущей шестерни, поэтому сейчас пятно контакта настроить довольно трудно. Вырезал я в процессе настройки 2 вот такие прокладки из бронзы 0,3, был у меня листовой материал, и из оцинковки из обычной 0,7 еще вырезал, тоже прокладку регулировочную, чтобы перекрыть весь диапазон регулирования. Было у меня в комплекте 2 прокладки по миллиметру и 2 по 0,1 десятки. Вот, регулировал я от 2,6 до 1,3 пробовал, потому что однозначной картины, куда двигать по пятну контакта, не наблюдалось. Вот, получился такой, значит, рисунок пятна контакта прямого хода и вот такой рисунок контакта обратного. Решил я настраивать по пятну контакта обратного хода, потому что износ на заднем ходе меньше, чем на переднем. И посмотрим, как это будет работать в эксплуатации. Да, и зазор сейчас получился 0,5, наверное, даже 0,56 получится. Потому что при меньших зазорах и при любом количестве прокладок, то есть двигая туда-сюда ведущую шестерню, картины трудно добиться более-менее нормальной. Все, будем в таком состоянии собирать, посмотрим, что будет. Вытащил я ведущую шестерню. Чтобы ее вытащить, приходится разбирать, крышку снимать правого подшипника, чтобы шестерня дала возможность выйти ведущей шестерне подшипнику. То есть вот так вот он стоит, здесь никак. Вот такой комплект прокладок получился здесь. Эта прокладка и вот эта прокладка тонкая. Вот это отмыл шестерню ведущую. Сейчас буду снова собирать и регулировать натяг подшипников ведомой шестерни. Законтрил с этой стороны гайку, чтобы не сбить уже выставленный зазор, потому что от зазора очень сильно зависит пятно контакта. То есть больше его можно сделать, меньше нельзя. Поэтому с левой стороны вот здесь я его законтрил. Все, сейчас буду снова собирать и устанавливать натяг.
Ну, регулировка натяжения осуществляется довольно просто. Закручиваем крышки подшипников, привязываем веревочку, ну в данном случае шнурок, к дифференциалу. Диаметр дифференциала 190 мм, ну грубо возьмем 200. То есть радиус получается 10 миллиметров, 10 сантиметров, да, 100 миллиметров. Усилие, с которым он должен вращаться дифференциал по мануалу 3-3,5 ньютона на метр. Соответственно, на 10 сантиметрах должно быть в 10 раз больше, 30-35 ньютонов на метр. Ну, где-то около 3 килограмм. Поэтому берем ниточку, ставим, строгиваем и смотрим. Ну, в принципе, нормально. Страгивается на 3,5, если потихонечку еще потянуть. Ну, тут до 4 доходит, да? Ну, получится где-то 2,5, если равномерно тянуть. Ну, можно немножко еще ослабить. Все, потом помечаем эту гайку, снова откручиваем ее, смещаем, ведом уже с ним вправо, вставляем ведущую шестерню, промазываем герметиком у корня стакана, ну и собираем. Все. Закатил телегу с редуктором под автобус. Завтра буду ставить. То есть стратегия прежняя. Вставляю в дифференциал монтировку, поднимаю в двух домкратах, потом поставляю подкатной домкрат на раму и уже регулирую по высоте, и затем уже закатываю редуктор в мост. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Вот так это все происходит. Так, поднял площадку, на телеге примерно покинул, пришлось подкладывать досочки под колеса, потому что дальше уже тяжело поднимать, ну и как бы он неустойчиво начинает подниматься. Так, вот я примерил примерно. Сейчас прокладочку на герметик посажу и буду пробовать это все поставить. Ну вот все, поставил редуктор на место. Пришлось повозиться минут 10, чтобы отверстия совпали с тележкой, с позиционированием. Сейчас тянем моментом 200 ньютон на метр, болты М14 10,9. Ну и все, вставляем полуоси, и задним мостом, надеюсь, все будет хорошо. Посмотрим в эксплуатации. Ну а без телеги тут, я не знаю, без этого приспособления, тут, наверное, редуктор не поставить вообще. И вдвоем тут не подлезти. Ну, короче, никак. А тут довольно легко все получилось. Ну вот немного эстетики, и задний мост готов. Коробка уже тоже готова к установке, но ставить пока не буду, потому что надо сначала собрать систему смазки централизованной. Вот этот распределитель, ну и спереди тоже как-то плохо работает. Клапан обратно, видимо, не держит в зонтиках. Внутри заказал уже на Алишке такие же распределители по давлению. Сейчас придет вам ставить. Здесь я трубки уже заменил, поставил пластиковые, 4 мм наружный, 2 мм внутренний. А то как-то со шприцом бегать тут, смазывать не очень удобно. Ну все, на этом можно сказать, что как бы очередной этап ремонта завершен.